Всем привет, друзья! Вы на канале Ленивый Турист. И сегодня мы с вами в очередной раз находимся в каком-то старом богом забытом месте. Ну, в данном случае брошенный пионерский лагерь. Название я его еще не нашел, потому что в очередной раз, листая, так сказать, карту Викимапии, про которую я уже рассказывал в видео про заброшенную воинскую часть, я наткнулся возле Павловска на очередную локацию. Заброшенный пионерский лагерь. Название, как я уже сказал, к сожалению, не было указано. Как обычно, потом поищу более подробно. Может, если что-то найду, расскажу. Ставлю фотографии, и вот это вот все. Беседка. Здесь, судя по всему, тусуются люди довольно-таки часто. Потому что я когда заезжал, даже видно было, свежие следы, такие, пылевые, что видно, что с грунтовки машина выезжала отсюда. Там вот уже пересохший пруд, в котором, очевидно, дети, отдыхающие в лагере, купались. Вот он. Полностью вообще засох. Там где-то я ехал, когда была водонапорная башня. Не знаю, видно будет тут или нет. Где-то там, странно. Интересно. Вот она. Не туда смотрю. В общем, видимо, здесь еще и водоснабжение было свое собственное, чтобы лагерь обеспечивать водой. Видите, асфальтная дорожка уже просто покрылась слоем земли. Очевидно, что место давно уже заброшено. Скорее всего, спуск был к озеру. Потому что, видите, вот она вот так вот идет. И вот они, ступеньки старые. Тропинка, скорее всего, вот так вот шла. И, кстати, если мне не изменяет память, то, по-моему, в этом месте нашли погибшую женщину. Если это точно будет, я поищу информацию. Если это так, то вставлю заголовок новостей, что не помню где уже, пропала женщина. Ее искали, поиски производились. И в новостях сказали, что тело ее было найдено возле ручья. Получается, в заброшенном детском лагере возле Павловска. То есть, я тогда, когда новость эту прочитал, стало интересно вообще, что за лагерь. Как-то поискал по округе, просто по интернету поискал. Вообще никакой информации не нашел про какие-то тут лагеря детские. И где ее, в принципе, могли найти, непонятно. И сейчас, кстати, вот как раз и проверим. Если по картам здесь есть ручей рядом, что я точно не помню. Сейчас посмотрю. То, скорее всего, вполне возможно, что именно здесь нашли ее тело. Просто, женщину убили, привезли сюда и бросили. Тут есть речка Космола, но она далеко довольно-таки. Так что, может быть, даже и не этот лагерь. Буду надеяться, что не этот, конечно.
Ну, мало ли. Потому что я уже в который раз вам говорю во всех своих видео про заброшки, что самое страшное, вот смотрите, люк, что самое страшное на заброшках это не какие-то там, возможно, жуткие паранормальные, да, происходящие там явления, или сами конструкции, которые могут обвалиться в любой момент, когда ты там находишься. Самое страшное на заброшках это люди, которые могут там находиться, и находки, которые ты можешь найти в этих местах. Потому что, как правило, помимо любителей острых ощущений и сталкеров, таких как я, например, да, в заброшках обитает разный контингент, у которых намерения могут быть не самые, конечно, добрые. Под плитами есть пространство. Так что будем также аккуратны, чтобы плита не провалилась под нами. Ну или опять же не упала на голову. В общем, смотрите, вот такой длиннющий коридор, метров 30. И, скорее всего, вот именно в этих комнатах, о, как интересно, сквозная получается. Дверь в 3 помещения. И здесь, скорее всего, жили как раз таки дети. Был общий такой вот коридор. Ну, заброшенное уже, судя по состоянию здания, давным-давно. Я говорю, пока было время, сейчас час, ну уже 2 часа дня, я просто искал как в очередной раз, место такое, нашел что-то интересное, надо ехать. А уже потом все остальное, если оно есть, конечно. Потому что с Барнаула сюда, пока я доехал, полчаса заняло. Плюс полчаса выехать из самого Барнаула. За час я добрался до этого места. Ничего такого. Просто бетон уже голый. И вот такой вот интересный. Я сперва подумал, что это переход в другое здание, типа. Но нет, тут еще одно ответвление. Оп. Интересная, да, архитектура. Там тропинка видно, асфальтовая вокруг. Что ж, пойдем в другое здание. Зеленое. Зелено-синие стены. Возможно, здесь было что-то нарисовано, а возможно, скорее всего, просто несколько слоев краски красили. Сперва были зеленые стены, потом голубой вот такой вот нанесли. Возможно, здесь было что-то типа общего зала. А там какая-нибудь вожатская, не знаю. Что дети из своих комнат выходили, и проводили здесь, возможно, вечера. Это мое предположение. Опять же, если кто-то здесь в детстве когда-то отдыхал, пишите в комментариях, будет интересно почитать. Там вижу огороды. И стоит водокачка. Это кто? Не водокачка, а цистерна. Скорее всего, там нормальная территория, которую
как сказать-то, огород, короче, действующий по-простому, блин. Здесь здание горело. И почему-то деревянные. Получается пол. Так, сейчас проверка себя на клещей. Ой, ну по ногам пока не ползут. Может, где-то, конечно, в другом месте, но надеюсь, нигде. Свежий, как будто бы выкорчеванный асфальт. Аккуратненько сложенный в уголок. Что странно, конечно. Почему так именно? Здесь находилась какая-то табличка. Даже две. Возможно, это какая-то администрация здесь была. Слишком мало комнат для детей, чтобы поселить. Ну и туалет на улице. И, как я вижу, вроде тоже бетонная дорожка вокруг. Так, там мы были. Дорожка ведет туда и вон туда. Пойдемте туда, направо. Ну, территория лагеря прям вроде как, судя по количеству тропинок, да, большая. Но, возможно, целых зданий просто что-то маловато. Я вроде только 3 насчитал, получается. И то, получается, я то, что принял за вот эти, ну, за вот это здание, это просто ответвление. Другое крыло, как будто бы. То есть, по-моему, пока 2 только. Там, возможно, были какие-то стадионы, но все заросло. Давайте пройдемся туда по тропинке. Сильный ветер сегодня. Не знаю, стоит, не стоит запускать вжика, чтобы подснять с воздуха. Да и тут столько деревьев, что тут вообще подснимать? Мне кажется, вот эти заросшие домики вообще не видно будет. Посмотрим по ситуации. Пока что даже ничего такого. Так, я вернулся туда, откуда начал. Вон моя машина стоит. Я заехал на территорию. Ну, просто круг сделал. Дорожка вокруг. Ладно, пойдемте в другую сторону. Ну что? Налево повернем. Тропинка уходила туда. Сейчас как раз еще Викимапе откроем, что-то сверху будет лучше видно. Столбы с проводами действующие, ну, протянуты куда-то в жилое место. Так. Знаете, ну, судя по карте, вон там вот, в том месте, должны стоять 2 деревянных дома. Так, чисто визуально я их не вижу. Но тропинки ведут туда.
И вон там вот она более-менее живая, не заросшая. Так что пойдемте проверим. Вполне возможно, от домов уже ничего не осталось, потому что они же деревянные. Какие-нибудь любители, пироманы могли уже сжечь все давным-давно. Потому что, судя по принесенным там матрасов, да, возле грибка, здесь довольно-таки излюбленное место ночных посиделок у людей. Опять же, вспоминаем про погибшую женщину, ну не погибшую, ну как правильно сказать, которую убили, да? Что вот такие ночные посиделки могут заканчиваться плачевно. Так, ну это уже больше полевая дорога. И, скорее всего, она не принадлежит лагерю. Видите, гусеничные протекторы от трактора. Скорее всего, здесь просто на огороды ездят люди. А вот где домики, что-то тут нет ничего. Какая-то груда непонятная плашек. Возможно, она и была домом когда-то. Столбы обозначительные. Ну, дорога, кстати, уходит туда вглубь леса. Как раз таки, где речка, кстати, вполне все-таки возможно, что это самое место и есть. Ну, поищу новости, вставлю все-таки сюда. Почитайте. Ну и, возможно, какие-то выводы, да, можно будет сделать по этому поводу. Где домики? Должно быть 2 домика, судя по картам. Даже сейчас открою. Ну, даже вот, смотрите. Не знаю, видно вам или нет. Я прям на них смотрю. Деревянный дом. Нету, как я и предполагал. Снесли. Зачем именно 3 столба, конечно. 85 и 86 сразу. Кто знает, что тут это вот обозначает? Я вот в топографии, или как это правильно называется, обозначающие вот эти столбики, вообще не знаю ничего. Ну, фундамент наброшен. И, собственно, больше я ничего не вижу. Пучка. Проверка на клещей. Вроде не ползут. Ну вот, смотрите, нет. Вон фундамент есть, да, вот он. Вот он, фундамент идет, вот он, вот он. И вот, да, тут стоял домик когда-то. И канализация. Вот он, фундамент. Даже фундамент выкорчевали, получается. Да, он вон до туда аж идет. И вот он. Вот он, фундамент одного дома. И получается, скорее всего, вот второй. Даже видно вот вагонку типа. Ну, когда-то стояли, да. Вот он, асфальт. Слушайте, я вот когда шел тут, да, я сказал, вот тропинка сюда, где там домики. А они вот они прям. Вот. Вот так вот выходили. И какой-то... О, это подвал. Там дырка. Но я туда не пролезу. Потому что там все засыпано. А что это может быть? Погребы? Или канализация? Вон еще. И вон еще. Получается, в 3 разные стороны вот так ответвления идут. Скорее всего, это была какая-то канализация.
вряд ли такие разветвления будут делать для погреба. Потому что вот как раз идет туда, где домики стояли. Там я видел колодец этот, канализационный люк. И туда уходит, как раз где еще одни домики стояли. Ну и туда, наверное, куда-то. Тоже, возможно, что-то было. Получается, локация заброшенная. Ой, заброшенная, затопленная. Что попало, говорю уже. Засохшее озеро. 2 здания. Возможно, администрация и как бы казарма. Или как, вечно забываю слово, корпус детского лагеря. 2 деревянных домика каких-то тут было. Возможно, там, ну, может быть, кстати, там столовка была в том доме. А вот в этих домиках деревянных, ну, мое предположение, что жили директор лагеря. Ну и прочее. Смысл, да, деревянные домики строить рядом с друг другом. Скорее всего, так оно и было. Ну, опять же, это мои только предположения. Здесь столовая была. Здесь жили дети. А там 2 домика администрации, директора, ну и вот этих всех. Еще по-любому должны быть какие-то склады, которые, ну, хранили бы, да, запасную мебель, вещи, еду и вот это все. Возможно, один из домиков, кстати, и был для этого предназначен. Так, оттуда я пришел, пойдемте прямо. Что-то мне подсказывает, что я сейчас выйду на дамбу озера. А возможно и нет. Что-то как-то оно уходит налево. Плахи. Здесь наброшены какие-то плахи. Как будто бы вон еще. И опять какой-то подкоп. Ага. Канализация. Вон еще закрытый люк какой-то. Здесь, скорее всего, тоже что-то стояло. Вон остатки фундамента кирпичного и деревянные плахи. Возможно, здесь тоже стояло какое-то здание. И все. Тупик. Целая дорожка. Опа. Туалет, кажется. Целая дорога, ведущая в никуда. Странно, конечно. Ну, значит, что-то стояло. Да уже не стоит. Ну, это да, это туалет. Если это пионерский лагерь, значит, это во времена СССР все было. Если во времена СССР, то здесь должен быть какой-нибудь еще монумент, постамент какого-нибудь пионерского мальчика, стоящего с флагом. Ну, что-то такое, да? То есть это типичный стереотип вот времена советских времен, блядь, ну, тавтология, в общем. Что либо Ленин должен стоять, либо пионер, да, либо 2 там мальчик и девочка, либо, может быть, серп и молот какой-нибудь. Ну, что-то должно быть в пионерском лагере по-любому. Какой-то фундамент. Но если уж тут домов-то не осталось, то что говорить о каком-то монументе возможном. Вижу машину свою сквозь деревья. В принципе, на глаз территория, ну, метров 100-150 получается. Ветер вообще, видите, сильный какой. Не знаю, есть ли смысл коптеру запускать.
Ну для кадров-то надо, блин. Но страшно. А вдруг улетит в дерево. Вот, обратная сторона, откуда я пришел. Здесь тоже был вход. И с той стороны был. И беседка. Беседка выглядит, кстати, довольно-таки недавно построенной. Потому что она деревянная, она целая. То есть уже все тут развалилось, да? Даже деревянные дома разобрали. А беседка целая. Возможно, ее уже построили не так давно. Что раз люди там часто отдыхают. А что это за веточки? О, веточки, ленточки. Территория была обтянута. Так обычно обтягивают, либо когда клещи, либо какие-то мероприятия проходят, типа зорницы, не знаю. Будем думать об этом, о хорошем. Желто-белая лента, уже выцветшая, старая. Проверка на клещи. Это все время такое чувство, кто-то как будто впивается. В шею, правда. На шею-то я свою не вижу. Тут была какая-то тропинка. Прям, видите, как напротив выхода из корпуса. И там, ну, мы видели какой-то фундамент и деревянные конструкции стояли. Возможно, там тоже что-то было. Так-то, наверное, тут было когда-то клево. Кстати, лагерь со своим собственным озером. По-любому они там купались. Ощущаешь, клево было. Я вот, типа, ну сколько в лагерях ездил детских. У нас максимум, что было, это речка. И то, в которой мы не купались. А один раз я ездил в Крылатых лагерь. Международный сезон был. В 2007 году я там ездил. И единственное, что там было, это бассейн, который поставили. Но в нем нельзя было купаться, потому что его только поставили. Какие-то там мероприятия проводились по очистке воды, конструкции. Ну, в общем, это было, по-моему, то время, когда его только-только, ну, вот недавно поставили. И купаться нам тоже не разрешалось. То есть, соответственно, мы купались только в душе. Смотрите, кто-то прям так заботливо сложил костер, очаг. Не поленился притащить откуда-то диван. Ну и кирпичики прям так это, чтобы тут проводить время. То есть, если и беседка, конечно, выглядит старой, но она стоит хотя бы. Только треснула. А вот стол видно, что недавно собранный. Максимально, так сказать, по лайту. То есть, ну, его сделали, чтобы просто он тут стоял. То есть, не старались, душу не вкладывали, да? В отличие от этого вот костра. То есть, это сколько же нужно было кирпичиков привезти, еще и сложить аккуратненько так. Проводить тут время. Явно люди часто это делают. Потому что ради одного раза приехать ты костер такой собирать не будешь. Ну, в целом все. Вот вся территория. Не знаю. Ящерица маленькая бежит. Вот и, собственно, все. Спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до этого момента, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и вот это вот все, что все просят всегда о вас. Ну, вас. Я тоже попрошу. Так что, если не трудно, лайк за старание. Все, всем спасибо, всем пока.